Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир, Кость Бондаренко на связи прямо сейчас. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Ну что, яблочный спас и преображение так совпало. Прям такие знаковые события для всех православных. И какие-то скачки нечистой силы в Верховной Раде вокруг. И, собственно, Зеленский назначает министра обороны. Это будем сегодня все обсуждать. Конечно же, этому уделим время, потому что от этого зависит перспективы власти Зеленского и как бы снятие зама, мудрого, или как мудрой зама. Ее, кстати, на миротворец уже успели внести. Свежая новость. Мы в прямом... Да, ну... Все, на миротворец, она ж возьми и выдай, говорит, коррупция контролируемая должна быть, понимаете? А ей этому отвечают, надо возглавить ее. В общем, интересный сегодня будет эфир, интересные кулуарные подробности, интересные расклады, пасьянс украинской политики. Попробуем разложить, конечно, коснемся и событий на передовой, кризиса внутри страны, его преодоления и перспектив через вот этот ад и горнило ужаса, или там ужаса без конца, прийти к ужасному концу. Друзья, как всегда, подписывайтесь на Бондаренко, интересуйтесь его курсом, да, в телеграм-канале вся полностью информация. Также, конечно же, оставляйте свои вопросы. Клуб зрителей Шелеста абсолютно открыто в сообществе YouTube. Это чтобы заблаговременно оставить свой вопрос. Ну и онлайн в режиме вот там интерактива. Это надо досмотреть до конца эфира и тогда в чате написать. А пока в чате вот такой вопрос. Продавив Хмару, Зеленский и варианты ответов. Выиграл, проиграл, выкрутился. Или еще не вечер, рано делать выводы. Картонки дадут ответ, ну или точнее силы, которые за ними стоят. Вот такие варианты, и вот такой вопрос, давайте с него начнем. Министр обороны сегодня появился в Украине. Все, воевать будет легче. Ну, легче, не легче. Тут просто вопрос любого министра обороны – это вопрос, кто будет сидеть на потоках, финансовых потоках. Министр обороны у нас не занимается планированием тактических и тем более стратегических операций. Он не является полководцем по своей сути. По своему наполнению своей должности, скажем так, министр обороны – это главный интендант армии. Это человек, который занимается обеспечением армии. Это человек, который занимается закупками оружия для армии. Человек, который занимается практически всеми вопросами, связанными с взаимодействием государственного аппарата и армии. Вот. Поэтому, по большому счету, тот, кто сидит в кресле министра обороны, тот сидит на финансовых потоках, закупает оружие и, соответственно, отвечает за то, в частности, у каких фирм купить, у какого производителя, купить у Штиллермана или купить там условно говоря, у каких-то корпораций, связанных с BlackRock. Направить потоки, там, миллиарды, направить в один карман или в другой карман. В частности, и Федорова сняли же у нас не потому, что он не справлялся, а потому, что он просто не тем направлял потоки. Не те люди получали ковришки. Вот. Поэтому, соответственно, в данной ситуации вопрос назначения Хмары – это вопрос частично связанный с тем, что Зеленский откорректировал вопрос с правильными и неправильными получателями этих самых ковришек. И еще один момент. Давайте не будем забывать, что сейчас рядом с Зеленским вырисовывается очень, скажем так, мощная фигура, которая влияет практически на весь силовой блок и которая во многом содействовала тому, чтобы Евгений Хмара стал сначала руководителем службы безопасности, а потом, чтобы он, точнее, исполняющим обязанности главы службы безопасности, а потом, чтобы он стал министром обороны, это Александр Валентинович Поклад, который сейчас сам является исполняющим обязанности главы СБУ, и который надеется, что в ближайшее время за него проголосуют и найдутся голоса за то, чтобы он стал полноценным главой СБУ. Поэтому я думаю, что одно дело картонкам ходить и там кричать всякие там обидные слова в адрес Зеленского, а другое дело, когда они столкнутся с Покладом.
Ну, Думаю, смотрите, мало не вы покажется. неоднократно уже в наших эфирах как бы, ну, давайте так, не то что превозносили, а как бы, Нет, я его точно не превозношу. Я, возможно, его демонизирую, да, ну, вот но я этого. считаю, что это личность, которая еще о себе заявит. Ну, подожди, а Малюк что, не личность была? Где Нет, Малюк? это абсолютно разные люди. Более того, по моим данным, у Малюка могут в ближайшее время начаться определенные сложности. Да, мне один человек из окружения Зеленского в свое время, вот, ну, когда я еще общался, там, скажем, когда еще не был под санкциями, когда не боялись там, брать от меня трубку или, там, или же просто даже встречаться на кофе, так он мне когда-то пошутил, когда-то только назначили Малюка, вот, в тот же день он мне сказал: Василий Васильевич, это наша медуза Горгона. От одного взгляда на него люди каменеют. Ну, так, видите, как, а вы так о покладе, слушайте. Я на Ну, покладе, потому что, понимаете ли, все-таки Малюк Малюком, Малюк внешне представлял определенную угрозу. Поклад нет. Поклад внешне абсолютно не является каким-то человеком угрожающим, да, взгляд такой у него достаточно специфический. Но что касается его, ну, многие помнят дело Киреева, многие помнят первые дни войны, многие помнят спортзал, так называемый, и прочие моменты, которые говорят о том, что Поклад – человек, который очень скор на расправу. мгм. Но все-таки, ведь давайте тоже понимать конфигурацию. Федоров, значит, выходит и говорит, что выборы нужны в стране. Выборы? Это абсолютно, это же уголовная статья, как так? Все же говорят, Нет, что выборы не нужны, а за ним выходит Кулеба, говорит, да, говорит, выборы это плохо во время войны, а без выборов еще хуже. на четвертый день Штирлиц понял, что дверь заперта. Да? Так что вот приблизительно так же с Федоровым. Все это время он не видел, что нужны выборы. Он не понимал, что нужны выборы. А сейчас вдруг прозрел. Ну Ну, так извините, вы, пожалуйста, а где был раньше Федоров? Почему раньше Федоров не выступал с идеей выборов? Когда о выборах говорят, о необходимости выборов, в том числе и американцы говорят, в том числе и некоторые европейцы, ну так более, скажем так, спокойно говорят о том, что нужны выборы. Когда в Украине говорят о том, что, извините, Конституция не дает права Зеленскому не проводить выборы в связи с тем, что у нас идет война или что у нас идет военное положение. Нету в Конституции. Вот, у нас просто там говорят про дух, а не про букву закона. Вот, и тут вдруг Федоров, который все это время молчал, вот, он вдруг начинает говорить о том, что точно нужны выборы в Украине. Без выборов никак не обойтись. Конечно, он посмотрел социологию, что у него сегодня там достаточно высокий рейтинг, достаточно ситуативный. Он чудесно понимает, что этот рейтинг долго не продержится. Он будет колебаться, этот рейтинг, более того, с тенденцией к проседанию. Он понимает, что ему придется бороться за одно электоральное поле, приблизительно за одно электоральное поле с Залужным и Будановым. И он говорит, нет, давайте уже сейчас выборы. Вот, пока горячо, да. Куйте железо, пока горячо. нет, ну тут тоже как бы его же, как это, соратник, поплечник, как говорят в Украине, Стерненко, как-то странно поздравил Хмару с назначением, вот, тоже намекнул на важность того, чтобы были услышаны люди, а люди покричали ганьба, ну пока разошлись, соберутся снова. Помните, в «Дюжине ножей в спину революции» у Аркадия Аверченко в 1921 году один из рассказов, там, когда голодные люди собрались в Петрограде и во время революции, и, соответственно, вспоминают о том, как они ели, там, и что они ели, какие блюда в ресторанах, в лучших ресторанах Петербурга, Петрограда, сначала Петербурга, Петрограда ели до революции. Вот. И один там говорит, что я вот за то, что он меня лишил вот этого моего поросеночка, которого там с гречкой, которого я ел когда-то, там, вот, я отрежу Троцкому ухо, говорил там. Давайте идем захватим Смольный, давайте отрежем уши Троцкому. И когда потом обессиленный, он такой лежал у порога, он говорил, вы знаете, если Троцкий даст мне
кусочек поросенка с гречкой, я так и быть не буду отрезать ему ухо. Это вот про Стерненко сейчас. Вот если мне Хмара даст сейчас контракт, так и быть, я его тоже буду поддерживать. Если он будет закупать беспилотники у моего фонда, вот, если мне направят деньги, так расшифровывается его послание, то так и быть, я буду поддерживать Ихмару, точно так же, как я поддерживал еще вчера Федорова. Хотя еще вчера он требовал, чтобы вот, Федорова вернуть в кресло министра, что только Федоров и так далее. Ну, знаете, вот такова она наша действительность. Стерненко решил не отрезать ухо у Хмара, тем более у Зеленского. Утром, как это, без объявления войны, НАБУ пришло к Мудрой, Столару, Микитасю. Я хочу, чтобы вы прокомментировали эти пленки, которые мы услышали. Что мы на них услышали? Понятно вам, почему Форест Гамп? Ну, это да. Кто должен бежать, да? Тоже интересный момент. Есть разные, скажем так, уже моменты. Откуда вообще пленки? Кто писал? И там чуть ли не разбитое сердце у Мудрой, которая там с Микитасем дружила организмами или платонически, ну, неважно, то есть хорошо к нему относилась. Это личное дело. Так что нет, да. Ну, дело не в том, что... Дело в том, что писал, понимаете? Да. Ну, то есть, судя по контексту, откуда, как, кто по разговору, то, что показали нам НАБУ, вообще появление этих пленок – это серьезный удар по Зеленскому и по офису? Это очередной сигнал. Ну, во-первых, обыски у Столара. Я согласен с теми, кто считает, что таким образом хотели надавить на некоторых депутатов Верховной Рады, которые зависят от Столара. Как минимум 2 депутатские группы, которые негде греха таить, получают, там, скажем, надбавку, а иногда и получают определенные подарки от Столара. Ну, таким образом попытались надавить на клиентелу Столара, чтобы те не проголосовали. Не получилось. Второй момент. Вот, Мудрая, которая изначально была в команде Ермака, потом она, как бы в последнее время были такие слухи, что она уже перекрасилась, переориентировалась на Арахамию частично, не знаю, насколько это правда. Вот. Но, в принципе, ее избрали определенной мишенью, тем более, что Мудрая, она является одним из тех людей, которые готовят законодательные инициативы от Офиса президента. Вот. И, соответственно, по ней решили ударить. И снова, как и в прошлом году, как только Зеленский противопоставил себя Соросятам, так называемым, как только он пошел на конфликт с представителями глобалистских кругов Украины, так сразу же ему начали доставать пленки. С намеком, что у нас этих пленок, значит, как у кота Матроскина Гуталина, да, так вот приблизительно. Вот, что сейчас мы будем эти пленки доставать. Вот поэтому Форест Гамп, да, беги, условно говоря. Беги, Лола, беги. Вот. Что касается ситуации, которая сложилась, она является прелюдией к новому политическому сезону. Новый политический сезон будет острым. Новый политический сезон будет посвящен борьбе между глобалистами и Зеленским, который сейчас хоть тоже ориентирован на глобалистов, но он показывает, что он чуточку на других глобалистов ориентирован. Есть определенные нюансы, которые на внешнеполитическом контуре не особо заметны, но внутри Украины там, они заметны очень хорошо. Ну, по сути сказанного, услышанного на этих пленках. Ведь, опять-таки, с одной стороны, ну, хриплый голос мы не услышали, значит, все нормально. Но с другой стороны, слушайте, Миндич на созвоне, на телефоне, подсанкционный Миндич, тот, который с двумя уже... осталось, так что у него, в отличие от нас с вами, у него только 3 года. Знаете. Уже своих... Скоро год будет, как он уже отрубил. Ну да, уже вот видите, уже быстро все, время быстро летит. Просто понимаете, Ермак никуда не делся, Миндич никуда не делся. Более того, он снова усилил свои позиции. Могу это ответственно сказать. Ермак усилил свои позиции сейчас снова. По сравнению с тем, что было 2 месяца назад, например, или месяц назад, сейчас Ермак снова в фаворе. Да, он не занимает какую-то важную должность, формальную должность, но
он все равно является, там, перефразируя одного из классиков современной украинской политической мысли, вот, Андрей Ермак – это тоже неплохая должность. Угу. Но вы у себя в телеграм-канале написали о том, что, в общем, болеете за обе стороны, но все-таки за какую больше? Нет, тут не больше. Тут, вы знаете, на самом деле должна произойти взаимная аннигиляция. Вот. Должна произойти взаимная аннигиляция, потому что и то являются, те являются представителями партии войны. И Федоров, и Зеленский являются представителями партии войны, которые только по-разному понимают не сам смысл войны и не сами цели войны, а они по-разному понимают то, в какие карманы должны идти деньги, которые Западом выделяются на войну. Вот в этом вся разница. Ну так если других партий нет. Да, в том-то и дело. Именно поэтому партия войны должна уничтожить, взаимно уничтожить друг друга. Разные фракции партии войны должны уничтожить, только тогда будет открыта дорога для партии мира. Сказанное мудрой о том, что американцы своих людей ставят, и вообще вот этот руководитель САП, это будет все. Если он еще переизберется на 7 лет, то всем звезда. Это ведь четко нам показывает отношения с американцами, не так ли? Да. Именно с американцами отношения сейчас напряженные. Американцы просто вынужденно терпят. Американцы это, да, никуда не денешься, против лома нет приема. Вот поэтому перед ними танцуют ритуальные танцы. Перед ними там создают разные потемкинские деревни, им, скажем так, стараются угодить. Но в то же время понимают, что реальные хозяева ситуации находятся сегодня в Европе. И это разные группы, разные транснациональные корпорации, которые сегодня почувствовали запах легких денег. Вот, Украине выделяются многомиллиардные суммы на Украину, не Украину, на украинское дело выделяются. И разного рода там Ротшильды, разного рода BlackRock, разного рода окружение Урсулы фон дер Ляйен и прочее сегодня начали свою борьбу за то, кто освоит больше этих капиталов. Соответственно, в Украину доходят какие-то крохи, но в Украине сидят люди, которые принимают решение о том, с кем подписывать контракты. И им звонят и одни, и другие, и третьи, и четвертые звонят и говорят, что ну вы же помните, что мы первыми стоим на очереди. И каждому обещают, да, мы помним, соответственно. А здесь уже в Украине начинается борьба между теми, кто более или менее завязан на ту или иную транснациональную корпорацию. Наши местные компрадоры, вот, они начинают просто пытаться сыграть в те игры по долговым обязательствам, которые существуют перед Западом. Константин Петрович, такая Рада, что из себя сейчас представляет? Мы видели рекогносцировку, без угла вернулась, 2 депутата. Да. И такой интересный эпизод сегодня был во время этих голосований. Ну, вообще тоже интересно, так, слушайте, Сибига говорит, ну к Сибиге вопросов нет. Это ж вообще, это же глыба, это глыба украинской дипломатии. А английский какой чудесный. Он вообще может одним телефонным звонком не допустить войны Украины и Ирана. Это же прям... он как возмутится, что россияне блокпосты снимают с неподконтрольными украинскими территориями, ну, то есть новоприобретенными территориями. Так все сразу, знаете, все вот как бы все его топнет ножкой, все его слушают. Сибига вообще вопросов нет. Все вокруг хмарилось. Да. Английский язык с тернопольским прононсом, это... Да, так а что из себя депутаты? Вот что из депутаты из себя представляют? Что там за силы, как там изменились расклады? Почему я так спрашиваю? Потому что вот внезапно вываливается в эфир Потураев. Есть такой человек, автор выражения для всех депутатов «Вы никто». Политические никто, политические ничтожества в Трусковце. Ой, а он же сложил мандат. Говорит, я в ВСУ иду. Но его вроде как не пускают. Момент такой был сегодня. Стефанчук, там 2 депутата хотели свалить, но Рада не проголосовала. Там, чтобы свалить, надо, чтобы все остальные проголосовали. А Стефанчук говорит, легко попасть. Попасть легко. А вот уйти уже нет. Слушайте, мафия какая-то. Какой-то крестный отец. Вы знаете, в Украине это, знаете, это вход, рубль, выход. Даже не 2, и не 3, и не 10.
Это так. Вот. Не, многие, конечно же, наслаждаются тем, что они дальше находятся в Верховной Раде, и понимают, что на самом деле работа не пыльная, и можно там сидеть еще и год, и два, и пять, и так далее. Долгий парламент у нас. Было такое выражение в британской истории «долгий парламент». Так вот, в данной ситуации у нас долгий парламент, который превысил, пока еще не побил рекорды. У нас самый долгий парламент был с 1938 по 1946 год, вот, из-за Второй мировой войны, из-за Великой Отечественной. Вот. Но что касается нынешнего парламента, он скоро, наверное, побьет эти рекорды, этот долгий парламент. Что касается Потураева, просто сложить полномочия не получится. Человек лишается депутатского мандата действительно только после того, как проголосуют за его отставку другие члены парламента. Формальная процедура. До этой формальной процедуры существует неформальная процедура, секретариат, глава Верховной Рады, спикер, который ставит на голосование, ставит, не ставит и так далее. Вот. Но Стефанчуку поставлена четкая задача, что депутатов не отпускать. Вот. Иначе может развалиться большинство. Развал большинства может привести к тому, что не будет создано новое большинство, либо же по-новому там поменяется конфигурация, будет сложнее добиваться согласия всех членов коалиции на то или иное голосование, аппетиты возрастут там, у той же Юлии Тимошенко, например, или Порошенко, если они пойдут в коалицию национального спасения или национального единства. То есть есть свои нюансы. Поэтому Зеленский дал команду никого не отпускать. То есть депутаты являются крепостными. Вот. Да, у депутатов был когда-то, точнее, у крепостных был когда-то Юрьев день, когда они в день святого Юрия Георгия Победоносца могли переходить от одного барина к другому. Здесь же даже переходить не могут. Вот они остаются крепостными. Кстати, это не единственный момент. Граждане Украины не могут выходить сегодня из гражданства украинского. Не могут выйти из гражданства украинского, даже если хотели бы. Вот. Нет, говорят, что сейчас около 1 миллиона заявлений есть на выход из украинского гражданства, они не рассматриваются просто. Война. Вот. Поэтому в нынешней ситуации вот это крепостное право, оно касается уже не только всех граждан, но и Верховной Рады. Поэтому Потураева никто не отпустит. Потураев – это человек, который связан также по жизни фактически. Вот он связан с Виктором Михайловичем Пинчуковым. Он у него работал, он на него работал, по его квоте он попал в фракцию «Слуга народа», и его интересы он представляет. Сегодня интересы Пинчука на стороне Федорова. Поэтому неудивительно, что Потураев занял подобного рода позицию и там критикует и поддерживает Федорова. Правда, на фронт пойдет? Да никуда он не пойдет. Его же никто не пустит. Да, еще одну вещь он сказал. Если бы хотел пойти, пошел бы. Еще одну вещь он сказал важную. Я считаю о том, что, в общем-то, с безопасностью беда. Вообще сейчас очень громко звучат эти все голоса. Такие, знаете, призывы в пустоту. Говорят, готовьтесь, готовьтесь, запаситесь. Ну и правда, там статистика показывает, что много, больше, чем обычно, чем в прошлый сезон закуплено всякого рода павербанков, генераторов, вот это все, ну как бы статистика так нам говорит. Ну все готовьтесь, готовьтесь, непонятно к чему. Вот Потураев тоже говорит, готовьтесь, готовьтесь. И вообще, надо будет переносить место заседаний Верховной Рады, потому что опасно. А куда собрались? Во Львов? Нет, есть 3 места, куда депутаты готовы будут перенести парламент. Вот, 3 места. Это остров Капри, полуостров мыс Сен-Жак-Кап-Ферра возле Ниццы, и 3 – это Сардиния. Вот 3 места, куда бы они согласились перенести. Ни одно другое место их не устроит. Нет, ну серьезно, нам эвакуировать Раду придется? Ну, понимаете, дело в том, что в Конституции прописано, где находится Верховная Рада, где она размещена. Она находится в столице, она находится в городе Киеве. Вот. Что касается заявления о том, что туда должны прилететь... За время войны не было ни одного прилета по
правительственному кварталу. Да, была сбита ракета, и осколок ракеты попал в угол кабинета министров. Вот, точно так же, как в Лавру там прилетел, ну, сбили ракету, и там обломки упали на Успенский собор. Но сам факт, что прямых ударов по правительственному кварталу или по каким-то памятникам архитектуры в Киеве не было. Константин Петрович, по поводу памятника украинской, ну, уже не архитектуры, а, в общем-то, новой идеи Зеленского, пантеона героев, Коновальца вчера закопали, причем там, Татаров, там Редис, Белецкий, все вот это вот, так сказать, на этом ритуальном действии были. Буданов честь отдавал, все за сердца держались, Стефанчук ни за что не держался. Я мучаюсь уже который день, несколько дней. Какой. Ну как, вход рубль, выход 2. Я мучаюсь который день очень важным вопросом. Так а что такого совершил Коновалец? Причем Создал организацию украинских националистов. Не, смотрите, я мучаюсь, как вам сказать, об успехах, но абсолютно объективно, беспристрастно, а вот объективно, за какие заслуги? Вот в чем возникает вопрос. Даже речь Зеленская вчерашнего, там 8 минут речи, и то там это все, знаете, какой-то плач Ярославны, что вот тогда проссорились, в общем, пролюбили страну, а сейчас нельзя этого делать. Боевой путь Коновальца. Во время революционных событий 17, 19, 20 годов это расстрел восстания завода «Арсенал». Это январь 1918 года. Восстание против гетмана Скоропадского и расстрел киевских юнкеров, ну, фактически уничтожение киевских юнкеров под Мотовиловкой и Фастовым, вот, взятие Киева, искоренение, скажем, истребление остатков гетманского войска в Киеве и одновременно преследование большевистского подполья и эсеровского подполья, уничтожение в тюрьме 22-летней Гали Тимофеевой, одной из лидеров большевистского подполья в Киеве. Далее попытки фрондировать против Петлюры вместе с Болбочаном. Далее война, внутренняя распри между Коновальцем и Петлюрой в 1920-1921 годах. Серия покушений, террористических актов, которые готовила сначала Украинская военная организация, потом Организация украинских националистов против деятелей польского правительства, в частности, начиная с покушения на Пилсудского в 1921 году во Львове, дальше, соответственно, убийство целого ряда деятелей польских, вплоть до убийства тогда уже Голубка, сенатора и министра внутренних дел Пиратского. Этой операцией как раз Степан Бандера руководил, но с ведома Коновальца. Создание Организации украинских националистов в 1929 году с выразительно профашистской платформой, с фашистской идеологией. Ну и, соответственно, поиск союзников, постоянный поиск не только союзников, но и финансов под Организацию украинских националистов, что в результате привело его и к гибели в 1938 году в Роттердаме. Сказать, что Коновалец достиг каких-то высот, ну, это будет, наверное, преувеличение. Но он был одной из наиболее ярких личностей украинской эмиграции, с одной стороны. А поскольку нынешняя украинская власть, она полностью поменяла не только пантеон, она полностью поменяла историю, курс истории. Теперь полностью вот, за последние 15 лет сместились акценты, и теперь там целый ряд страниц вымараны из истории, а наоборот, страницы, которые были раньше второстепенными считались, или же маргинальными, теперь являются основой нынешнего курса. Произошла замена там, фигур, политических фигур, вокруг которых производится определенная дискуссия, ведется, или же дискурсы. Вот. И, соответственно, Коновалец абсолютно вписывается в ту идеологию, которую сегодня насаждает Зеленский. Это идеология фактически неофашизма, но, правда, компрадорского неофашизма латиноамериканского образца.
А почему латиноамериканского образца? Латиноамериканский образец, вот просто если мы говорим про классический фашизм, классические формы фашизма, был там итальянский фашизм, там, немецкий нацизм, который изначально отличался от итальянского фашизма, иберийские формы фашизма, португальский, испанский, там, например, румынский фашизм и прочее, то есть и разные фашизмы. Были фашистские движения во Франции, Британии, в Соединенных Штатах, которые тоже отличались, имели свои отличия. Но каждый из них это были фактически, в основе их лежала национальная идея, национализм и так далее, вот той или иной нации. Что касается латиноамериканских вот, образцов 60-х, 70-х годов, они просто занимались копированием внешней атрибутики, копированием внешних действий, но при этом они были компрадорскими по своей сути, поскольку защищали интересы не собственной буржуазии, скажем так, а внешних игроков, транснациональных корпораций и так далее. То есть, скорее, это были марионетки, там, в первую очередь, американские марионетки, которые выполняли задачи именно своих американских покровителей. Вот. Но при этом внутри страны они полностью копировали атрибутику Муссолини, Гитлера и прочее, что абсолютно устраивало тех же американцев. Та же ситуация и в Украине. Вот. Компрадорская по своей сути вот, верхушка Украины, которая только принимает внешние атрибуты, в том числе и организация украинских националистов. У нас же армия, фактически вооруженные силы Украины, используют гимн ОУН как марш, фактически «Зродились ми великої години». Вот, это же гимн организации украинских националистов, причем утвержденный еще во времена Коновальца. У нас используется стилизированный трезуб ОУН с мечом посередине, он тоже используется. У нас фактически портреты Коновальца, Мельника, Бандеры сегодня, раньше они воспринимались как просто узкополитические деятели, которые представляли одно из направлений политической мысли. Сейчас это центральные фигуры, вокруг которых фактически и развивается весь исторический дискурс в Украине. Так Петлюру с Коновальцем нормально будет похоронить на вы знаете, болоте. Петлюра, Коновалец, знаете, и там Скоропадский, например, при жизни они бы перегрызли глотки друг друга. При жизни. Но, знаете, смерть всех уравняла. Вот. Немец с русским лягут рядом, например, под Сталинградом, писал Иосиф Бродский. Они же не хотели, чтобы их в Украине. Они, в принципе, и не ассоциировали себя Нет, они ассоциировали, потому что тот же Коновалец, например, постоянно говорил о том, что наша цель – это Киев, что без Киева невозможно провозглашение украинской государственности. Кстати, Бандера, он нарушил этот принцип Коновальца, когда провозглашал украинскую независимость во Львове, пытался провозгласить. Коновалец считал, что надо идти на на Киев. Более того, он в полемике даже с политическими наследниками Петлюры, с Андреем Левицким, он когда-то даже говорил, что вот вы, исповедуя демократический путь, так идите на Киев через Францию и Великобританию, через Лондон и Париж, а мы будем идти через Рим и Берлин, говорил он. То есть, показывая, что пути у нас разные, но цель как бы одна, говорил он своим политическим оппонентам. В принципе, афоризм был достаточно распространен, эти слова были достаточно распространены в 30-е, 40-е годы, что идти на Киев через Берлин и Рим, то есть через фашистский выбор, через фашистскую идеологию. Но, видите, вот пришел через 88 лет после. 14 числа. Через 88 лет. Знаете, я постоянно говорю, что я не боюсь бритоголовых, там, скажем, или там людей, которые там с татуировками ходят 1488, или со свастикой, или откровенно зибующих. Это придурки, которые на службе у спецслужб, извините за тавтологию, которые, в принципе, противно на них смотреть, отвратительно смотреть, но не они являются главной проблемой. Вот. Главная проблема и главная опасность таится вот в таких вот Зеленских, скажем так, в его окружении и прочих, у которых в руках власть, у которых в руках деньги, а также в тех транснациональных корпорациях, которые которые сегодня провозглашают фактически фашистские принципы.
в мире снова запахло фашизмом. И слова Юлиуса Фучика «люди, будьте бдительны» сегодня актуальны как никогда. Вот в них действительно лежит настоящая угроза. И какого-нибудь менеджера там BlackRock или менеджера там от там какой-нибудь фирмы Петра Тиля или же Илона Маска, вот, как носителя, потенциального носителя фашистской угрозы, я боюсь больше, намного больше, чем зигующего молодчика какого-нибудь, который, повторюсь, просто придурок, который на службе, или провокатор, который на службе у СБУ или там у кого-либо еще. Вообще, конечно, это нечто, и потом просто выныривают, не бог весь кто, Константин Петрович. Ну вот, например, это так как пример, сейчас пойдем дальше, но вот ярчайший же пример, да, то есть сегодня ТСК проводил Гончаренко. Да. Тут тоже такой, как бы так мерзенько все, гаденько. НАБУ во время обыска опубликовала медиаплан, и фактически становится понятна вот эта картина одурманивания украинцев. У них там все прям расписано. Нарративы, что к чему, тут Суспильное, тут 1+1, тут Ломов подключить, тут Политико купить, какие-то телеграм-каналы подтянуть, Facebook, лидеры мнений, страницы депутатов. Вот это все перечисляется. А все ради чего? Правильно. Ради того, чтобы общество видело, что реформа – это открытость. Реформа НАБУ. Снять руководство НАБУ, подмять под себя. А это открытость, аудит – это не атака. Надо же аудит антикоррупционным органам проводить. Значит, комиссия это позиционируется как орган доверия. Партнеры видят это все и говорят: о, молодцы, работаете. То есть это одурманивание. И вот сегодня на ТСК, другой ТСК, Гончаренковской, пришла, ну это же просто потрясающая история. Замминистра обороны Галан. А она... ну, то есть, и вопросы такие, знаете, обычные. То есть, а где ты, кто ты, откуда? И вот эта девочка пришла не накрашенная, там такая, ну плохо выглядящая, обычненько, серенько, футболочки. То есть, причем я не оцениваю, там, может, это позиция человека такая, а тем более, видите, работает она, когда ей там за собой следить. И вот она говорит: мой профессиональный путь начался с революции достоинства. Я присоединилась к активистам за права человека и занималась разными вопросами реформ. Реформ полиции, защиты свободы мирных собраний. Потом занималась аналитической деятельностью, в том числе в общем-то, охраны здравоохранения. Потом хотела помочь силам обороны, работала над благотворительными инициативами. В 22 году пригласил ее Маси Наем, тоже там вот брат Наема, который сейчас без глаза, в правозащитную организацию. Федоров был министром, позвал замминистра. Типичный путь. Как бы путь успеха, понимаете? Путь успеха. При этом... Значит, занималась бронированием, политикой комплектования, национальное сопротивление. Короче, всем занималась подряд. Это, конечно, нечто. Слушайте, кто был никем, тот станет всем, только под другим соусом. Абсолютно. Поэтому я и говорил о том, что вот Зеленский, его власть, фактически, которая сегодня, то, что они демонстрируют в Украине, это большевизм без Маркса. Вычтите из большевизма Маркса. Маркс – это все-таки идеология, это глыба, это все-таки основа, это мировоззрение, целое мировоззрение. Вот вычтите его оттуда, и останется голая практика. И эта голая практика, вот фактически, да, то, что мы наблюдали 100 лет назад. Вот. Да, я на колчаковских фронтах кровь проливал, да? Ну, смотрите, 100 лет назад понятно, чем все закончилось. Не, ну чем закончилось? Сталин потом провел очень тщательную селекцию. Вот. Шариковых, скажем так, отправили по известному направлению. Нет, я не оправдываю репрессии, потому что репрессии они коснулись очень многих слоев, и это были очень многоплановые действия. Вот. Сталина в чем угодно можно обвинять, но он не был параноиком, как его пытаются обвинить, и он не был сумасшедшим, но при этом логику можно посмотреть. Вот. Просто-напросто были зачищены, причем зачищены жестко и зачищены жестоко,
Вот именно то поколение Шариковых, которое пришло в 20-е годы на руководящие должности. Если посмотреть на события, все эти как бы дрязги, как это может отразиться на фронте? Нам рассказывали с пеной у рта, что российский солдат изгнан с территории Днепропетровской области. А потом раз, эвакуация, там же 16 населенных Смотрите, пунктов. на самом деле это была пиар-акция Дропатова, что вот 21 населенный пункт вот мы освободили. Вот буквально у меня аналитика, вот, что да, было отбито два села, в которых уже не было населения. Вот. Остальные это либо были те населенные пункты, вошли в этот список, которые либо находились в серой зоне и находятся дальше в серой зоне, либо же те населенные пункты, куда российские ДРГ заходили и уходили потом оттуда, но было зафиксировано, что они пришли, поставили флаг, ушли. Вот. То есть для галочки, для отчета было набрано там 21 село, такое. Причем большинство из этих всех акций, которые там имели, большинство боев, имели место в апреле-июне этого года. Вот, апреле-июне. Просто подогнали статистику. И отрапортовали. 21 село освободили. Но линия фронта осталась там же, где и была. Ну, а на Донецком направлении, вот она, в Донецкой области, она еще больше продвинулась. Сегодня фактически российские войска заняли высоты вокруг Славянска. Сегодня обстреливаются не только, скажем так, восточные рубежи, но и дроны прилетают уже по автомобилям в западной части Славянска. Сегодня фактически Доброполье под ударом, и есть определенное опасение, что на протяжении ближайших недель Доброполье может быть потеряно. На Дружковку идет наступление. Я смотрю каждый день, просто смотрю, слежу за ситуацией на поле боя. И в Днепропетровской области дальше продолжается эвакуация. Но зато отчитались, зато блогеры, которые на зарплате в офисе президента, каждый написал, какая большая победа у нас. 21 населенный пункт, и враг бежит. А западные спонсоры этого не видят? Вранья. Нет, западные спонсоры, у них двойная бухгалтерия. С одной стороны, у них есть донесения их разведки, точные донесения, потому что у тех же Соединенных Штатов, у той же Франции, у той же Великобритании есть своя спутниковая информация, есть свои каналы, по которым они получают информацию с поля боя. Они этой информацией владеют. И второе, это они смотрят то, что передает украинская сторона. И до поры до времени их абсолютно это устраивает, потому что под украинскую отчетность выделяются деньги. А вот эта отчетность, это для них, для их понимания реального. Потому что под реальное положение вещей деньги не выделят. Вот. А вот под то, о чем отчитывается Зеленский, да, деньги, 90% из которых осядут в карманах там еще на Западе. Вот. Эти деньги, конечно же, в этих деньгах заинтересованы все. Плюс под это подстраивают западные средства массовой информации, которые поддерживают легенду, что да, Украина побеждает и прочее. Так что появились новые возможности. Ну, вот такая вот. Путин сегодня распространили видео, он там встречался и говорил о том, что удары по Wildberries, НПЗ, там в Уфу прилетело с утра, была опять там попытка налета на Москву на днях. Опять там проблемы с авиасообщением, потому что воздушная тревога. Удары болезненные, то есть он не стал отрицать, что там как бы, да, но инфраструктура, в общем, мощная, все достаточно мощно, все хорошо, справляемся, то есть не критические эти повреждения. Все сразу сказали, что, ну, понятно, хорохорится и так далее, и так далее. Как вы оцениваете вот эту игру с Россией, да? Ведь буквально вчера Штиллерман показывает в Дании такую ракету, это наша FP-9, вот она полетит по Москве уже сейчас, ну там осенью, в ближайшее время.
Нет, ну, из Украины, не знаю, не могу. Может, ну, подожди, нет, там дальность вроде как не получится из Дании. Там вроде 900 километров или сколько там километров. Нет, я просто, что если она будет запущена с территории государства НАТО... 900 килограмм, по-моему, да. Ну, в общем, не получится там, наверное, с территории НАТО запустить. До Польши долетит? До Польши долетит. Причем там некоторые особо, ну, скажем так, придирчивые есть такие. Я, кстати, поражаюсь этим людям, которые до сих пор сохранились. Они помнят, например, какие разработки были в Украине. Там, например, ракета «Гром», которая была там прабабушка или там бабушка Искандера. Ну, то есть вот это она в принципе, да. Ее там покрасили красиво, FP9 написали. Как вы оцениваете стратегию Зеленского? Или все-таки то, что рассказывал нам Подоляк, то, что сейчас гуляет в разных сливах, о том, что на 180 дней предложили всем прекратить то ли море, то ли воздух, то ли все вместе с копом? Россия не согласится ни при каких обстоятельствах на подобного рода предложения. Эти предложения делаются для того, чтобы зарисоваться перед Соединенными Штатами. Это вот у нас есть новая инициатива, мы готовы сейчас России предложить, давайте на 180 дней перемирие. В надежде, что эта позиция будет поддержана Соединенными Штатами, и таким образом будет снова переложена ответственность на Россию. Россия не готова идти на мирные договоренности. Россия неоднократно говорила, что ее не устраивают никакие перемирия. Вот. Ну, даже с логической точки зрения. Устроили перемирие, Украина за это время перегрупповала войска, вот, мобилизовала новые силы, там, создала новые бригады вот, и корпуса, вот, плюс завезла новое оружие. Вот. И, понятное дело, проходит 180 дней, и начинается война с новой силой. Понятное дело, что Россия на это не согласится. Рассматривались вопросы. Кстати, на прошлой неделе, вот очень интересный момент, в Баку снова собирались, и об этом как бы средства массовой информации не особо распространялись. В Баку собирались представители российских и американских спецслужб. Что-то снова там терли. Вот. Зеленский, говорят, передал, когда был точнее, Зеленскому передали снова в Белграде, передали определенную информацию, что Россия готова снова рассматривать вопросы, которые связаны с Черным морем, вот, с определенными новыми правилами на Черном море. Но в свое время уже Зеленскому в марте месяце предлагала российская сторона вот, именно энергетическое перемирие. Россия не бьет по украинских энергетических объектах, Украина не бьет по энергетических объектах в России. Тогда Зеленский отказался. Тогда украинская сторона отказалась. Ну, то есть какие-то движения сейчас идут, какие-то переговоры существуют. Но понятное дело, что все эти переговоры – это только прелюдия к тому, что вот приедут Уитков и Кушнер, когда приедут, непонятно, снова переносится дата их приезда, вот, когда они приедут, но вот приедут и запустят новый переговорный процесс. Вот на это все надежда. Почему? Кулеба тут еще... Он вообще мыслитель современности, я считаю. Надо как бы отдельную... Ну, я более того скажу, что я Дмитрия Кулебу знаю очень давно. Еще очень-очень давно знаю. Вот, я скажу, что он человек далеко не глупый. Его просто многие там как бы оценивают достаточно карикатурно, но на самом деле человек он не глупый. Вот. Роль, которую он играет, это совершенно другой вопрос, на который он согласился и почему он согласился. Но в любом случае мы с ними идеологические противники, мы с ними идеологически в разных лагерях, но давайте будем давать, просто будем справедливыми к умственным особенностям тех или иных политиков. Ну хорошо, давайте тогда попробуем препарировать, что вот эти слова говорит умный человек, Константин Петрович, умный. Россия гораздо слабее, чем кажется. Наша задача просто физически пережить их. Это я понимаю. Вот поэтому я и говорю. Я сказал, что вот, я не знаю, зачем, почему Кулеба, который сам не глупый человек, вот, почему он согласился играть роль клоуна. Это уже вопрос. Знаете, очень часто бывают такие, которые вот за маской клоуна, за подобного рода заявлениями, которые они делают, просто прячут какие-то свои настоящие цели.
Ну, одного клоуна мы избрали уже в 2019 году, теперь Ну, непонятно, тот что... хотя бы был клоуном, который, в принципе, пытался сменить амплуа. Вот. Когда одно дело, когда клоун пытается стать серьезным политиком, другое дело, когда серьезный политик становится клоуном. Сразу вспоминается Пелевин. Это точно. Значит, очень важный момент. Сегодня, ну вот опять-таки, понимаете, какая-то странная история. Вот тут Financial Times уже написали, они там с нашими, там Айвазовской, с нашими грантоедами связались, говорят, вот, будет политическая эскалация. Ну, то, что и вы прогнозируете, что будет очень напряженный острый политический сезон. Друг друга будут атаковать. Я так понимаю, мы чаще будем слышать агенты Кремля. То есть вот это окно Авертона, в общем, будет расширяться и дальше, и дальше. Почему? Потому что если раньше кто-то указывал... Ну, что будут делать эти активисты? Они будут лупить по проблемам. Ну, по проблемам. А по проблемам лупить нельзя. Почему? Потому что это же как на руку России. Ну и все. Вы знаете, как удивится Путин осенью этого года, какие у него когда союзники? узнает, сколько агентов России, агентов Кремля находится в Украине. Сколько у него союзников, сколько у него агентов. Да. Нет, сколько агентов. Просто, понимаете, тут такой нюанс, классный такой вот. На месте директора ФСБ Бортникова я бы уже удвоил и утроил бы бюджет и сказал бы, это все наше, действительно. Мы их купили, действительно. И сейчас вот эта вот драчка начнется, понимаете, и вот в этот момент политической остроты, да, вот мы все равно столкнемся с тем, что нужно будет что-то предпринимать. Ну, то есть, опять как бы, а ты с кем, а ты за кого, только как бы непонятен вот этот раздрай, потому что движения-то к миру нет. И физически пережить россиян будет еще тяжелее, хотя и так практически невозможно непосредственно. Как вы оцениваете перспективы вмешательства России, ну или той же Европы, которая вот сейчас определенная часть вот этих кругов, да, Зеленский им показал фиг вам, так-то. А зачем России вмешиваться в то, что и так, в тот процесс, который и так идет в Украине? Зачем Путину сейчас мешать? Вот. Все идет идеально с его точки зрения. Все идет идеально. Вот. Поэтому зачем вмешиваться в этот процесс? Зачем еще там, кому-то там, подсоблять? Вот. Зачем тратить деньги по большому? Вот. Если перегрызут глотки сами себе, друг другу. Я думаю, что на самом деле вот, Россия сейчас займется именно боевыми действиями на Востоке, а предоставит там, Зеленскому, Федорову, там, Залужному и всем прочим, Порошенко, Тимошенко, всем одновременно предоставят возможность продемонстрировать худшие стороны украинской политических элит. А с украинцами что будет происходить? Что в свое время Мазепа, Иван Мазепа в одном из своих стихотворений, которые дошли до нас вот, в списках, написал «През незгоду всі пропали, самі себе взвоювали». С украинцами что будет происходить? Ведь, понимаете, когда Кулеба говорит, мы там их должны пережить, я не сомневаюсь, у него, может быть, даже и получится, у Кулебы. Но, а у людей... Ведь у нас такая история произошла, это я у себя в телеграм-канале писал. Ну, это же правда цирк. Ну, вот цирк. Значит, выходит один депутат со слуг народа и говорит, вот, переселенцам выделили такие суммы денег, никому ничего не дают, по ваучерам восстановить жилье не получается. Вот сейчас эвакуация идет, да, она расширяется. А куда эвакуируют? Ну, куда зря, понимаете? Куда зря. Там волонтеры направят какой-нибудь там куда-то в глухомань, в пансионатик, ну и все, сиди там. Ну, в общем... Это люди поэтому не хотят эвакуироваться, потому что все уже примерно понимают, куда едут и какие там, с чем сталкиваются эти переселенцы, и поэтому встречают, короче, терпят эту войну приближающуюся. Хотя это неправильно, конечно, надо беречь свою жизнь, лучше,
Ну, в общем, это, ну и понять людей можно, да, с одной стороны. И вот один депутат говорит, ничего не дают, денег нет, у нас дыры в бюджете. Гетманцев вообще сегодня сказал, что все, обматываемся белым простирадлом и ползем на кладбище. Даже тех денег, которые нам дадут, нет, не хватит. А бизнес теряет каждый день. Склады, удары, порты, ну и все так далее. И так вот, значит, беда, да, беда вот эта надвигается. И вот один депутат говорит, не дают ваучеры переселенцам от «Слуг народа», а другой депутат от «Слуг народа» говорит, слушайте, вы вообще совесть-то имеете? У нас, значит, получили же, мы 100 миллиардов с начала войны потратили на это. Ну, выйдите хоть в соцсети, расскажите, что спасибо скажите в такое непростое время государства, что они дали этот ваучер, и вы вот живете в какой-то там квартире где-нибудь там, куда вы переехали. Да, там, пускай это сначала там участники боевых действий, пускай там еще какие-то там менты, понятно, менты, кенты и так далее, но, тем не менее, выйдите же, напишите что-то, никто ничего не пишет. Я посмотрел порядок цифр, это несложно найти. 3300 человек, ну, этих ваучеров, 3300 ваучеров, да, ну, все, то есть, как бы 10% только получили деньги, 3300 заявок, 10%, ну, то есть, Да. точнее не так, 33 тысячи, 3300 Понятно. заявок, вот так правильно, да. Да, ну и точно, что не 33 тысячи человек были переселенцами. Не-не, Переселенцев да-да-да. значительно намного больше. И количество внутренних переселенцев измеряется у нас миллионами, на самом деле. Вот, это правда. Ну, поэтому, знаете, на самом деле депутаты просто, вот, они просто демонстрируют свою оторванность от жизни. При этом они стараются сделать какое-либо заявление, которое будет правильно растиражировано, вот, посредством массовой информации, и замечено, попадет в мониторинг и ляжет на стол Зеленского. Ради этого они делают разного рода заявления, подобного рода. Вот, что вот видите, мы заботимся вот об имидже Я власти. сегодня весь день, я сразу как бы прошу прощения, но интересно ваше мнение. Весь день, имеется в виду, сегодня поднимаю этот вопрос с ребенком в Одессе, которого ТЦКшник хватал, лупил, тягал, а тут ему сдачи давал. Быстрое разбирательство, сказали. Ну, а потом он перед ним извинился. Ручки сложил в просьбе, извинился. Ну и все, как бы замяли дело. Но кроме этого пацана, который... Они в чем виноваты были? Они забрасывали камнями бусы ТЦКшные. Ну, Одесса, да, шпана одесская вот так себя ведет. Ну, тут вроде как извинился, и все хорошо. Но параллельно же с этим, ну, там, Крапивницкий, женщина на колени становится перед этой козлотой, понимаете, за то, чтобы мужа не забирали. Забрали мужа, наплевали. То есть женщины на коленях, Украина на коленях, детей уже они шарпают, и только потому, что это получилось. Ну, там такая ситуация, я так понимаю, что подростки вокруг тоже, да, они просто снимали, и он даже сам, когда тут его бил, ТЦКшник, показывал, смотри, сколько сейчас, ну, камер, да, смотри, сейчас тебе же самому сейчас прилетит. И поэтому с ним он как бы этой публичностью был защищен в этом отношении, он понимал, отдавал себе отчет. Но ситуация же ужасная. Получается, вот эта форма, символизм. Зеленскому флаг вручили с гроба Коновальца. Обычно родственникам вручают на похоронах военнослужащих. Ну, у Коновальца не осталось родственников. Ну, у Зеленский него был есть. единственный сын Юрий, который умер в 35 лет от рака легких. Вот, жена умерла в 50-е, если не ошибаюсь, годы, или 70-е, даже в 70-е годы умерла его жена, Ольга Коновалец, и больше у него родственников не осталось. У него есть родственники, там, внучатые племянники, вот есть по линии его брата, то ли Мирона, то ли Степана. Так вот символизм, да, вот это, ну, Зеленский-то есть, спасибо Зеленскому. А символизм в том, да, что вот эту форму уже никто не уважает. Так а для какого поколения, ради кого? И раз вот 13-летними такие стычки, а для кого идет война? Ну, вот как раз, вы знаете, именно такие вот моменты, которые являются обычными человеческими проявлениями человечности, они напрочь отсутствуют у ТЦК. Они напрочь вытравили человечность из себя.
Но при этом они занимаются пиаром. Очень активным пиаром занимаются сейчас в социальных сетях особенно. Пытаются показать, что на их стороне общественное мнение, что есть как бы несознательные люди, которые не понимают важности их работы, заказывают, вот действительно, я смотрю, волнами такими, заказывают там разного рода душещипательные истории. Смотрю, в Фейсбуке пишет один. Вот. У меня был друг, который пошел добровольцем на фронт. Почему он пошел добровольцем на фронт? Потому что он служил в ТЦК, и он не выдержал того давления, которое на него оказывалось, и он пошел на фронт и погиб. Так гореть вам всем в аду, тем, кто там недооценивает работу ТЦК, да, чтобы вы все сдохли и так далее, потому что такой классный парень погиб. Или помните, когда убили там человека, представителя ТЦК во Львове? Какая волна пошла, что вот, каким он был парнем, вы просто не представляете, а его убили. Вот так вот несознательные люди, а еще надо разобраться, возможно, те, которые его убили, это агенты Путина, который специально подослал. И вот эти волны такие сейчас в поддержку ТЦК, вот, они по всем социальным сетям сейчас распространяются. Вот. И координируются, очевидно, из определенного центра. Центра. Да, скорее всего. И в данной ситуации как раз я думаю, что вряд ли это поможет ТЦК в будущем, потому что это действительно позорное явление в украинской практике. Вот. Но, правда, оно ничем не отличается вот по сути своей, по своей сути от такого явления, как полицаи во время Второй мировой войны. Те тоже действовали точно так же, точно такими же методами. Только сейчас говорят, вы не путайте, сейчас наше украинское государство, и они работают в интересах нашего украинского государства. Полицаи думали, что они действуют тоже в интересах своего государства. Они служили Германии, и они думали, что они служат своему государству, своему фюреру. Сегодня очередной обстрел будет. И вы знаете, мысли какие накатывают по этому поводу. Получается, что солдаты ВСУ, ну, те, которые сейчас в окопах, те, которые сейчас без еды пьют дождевую воду и мочу, ну, там, выпаривают вот это все на передовой, потому что пошли сведения о том, что дропаты, конечно, это хорошо, министры у нас тут, видите, на картонных майданах решается, кто будет, а ситуация с обеспечением, ну, очень плохая, особенно там на переднем крае. Получается, что они защищают ТЦКшников, Белецкого с Коновальцем, понимаете, эти могилы. А может, это задача, чтобы всех они свезли туда, Петлюру, Коновальца и всех остальных, а потом ракетой туда ударить? Ну, знаете, такие тоже есть темы. Но я думаю, что Зеленский как раз не мыслит такими категориями. Вот. Зеленский мыслит такими категориями. Зеленский всегда мыслил и мыслит категориями пиара. Зеленскому нужен голый пиар. Ему нужна картинка в телевизоре. Ему нужна вот эта вот скорбная мина, вот, рука на сердце, вот, лафет, звуки там, траурной музыки, салют, там, процессия. Вот это все показать, как он любит Украину. Как он любит Украину. И вот в данной ситуации Зеленский пытается заигрывать именно с тем правым электоратом, на который в свое время уже делал ставку Порошенко. Он пытается фактически сегодня зарисоваться перед тем электоратом, который голосовал и в большинстве своем будет голосовать дальше за Порошенко, как ни странно. Да, друзья, значит, перейдем к вашим вопросам, но сначала подведем итоги нашего опроса. Значит, продавим Хмару, Зеленский. 5% проиграл, считают. 7% выиграл. 30% выкрутился. И 57% говорят, что еще не вечер, рано делать выводы. Картонки, Федоровы, вот эта вся шайка, они еще ответят. Что-то еще таки произойдет. Да, я думаю, что сейчас, скорее всего, Путину, точнее России, сольют координаты нескольких картонно-бумажных комбинатов, которые все еще работают в Украине, чтобы прекратить выпуск картона. Да, тут вижу, в чате пишут, у Коломойского были свои батальоны, а у Зеленского свои ТЦКшные
Да, так дело в том, что отряды. я когда-то уже в нашей программе говорил, что Зеленский создает свою гвардию, фактически. Гвардию, которая будет работать на Зеленского, поскольку они понимают, что они с Зеленским связаны едиными узами, вот, связаны единой цепью, и они надеются, что Зеленский их не сдаст, вот, не даст в обиду, потому что если завтра заканчивается война, и Зеленский скажет, что всем спасибо, все свободны, то завтра эти же ТЦКшники станут объектами судов Линча по всей стране. Им припомнят все. Припомнят вдовы, сироты, припомнят те, которые вернутся с фронта, припомнят, как их бусифицировали, и, соответственно, им мало места не покажется. А еще вспомнят про их сверхприбыли, вот, откуда у них Range Rover появился, если там был до войны Запорожец, дай бог, там с проколотым колесом и так далее. То есть все это им вспомнят. И они это понимают, и они хотят быть полезными Зеленскому до конца. И Зеленский понимает, что вот это та категория людей, которым он скажет команду ФАС, и они будут эту команду выполнять с усердием бультерьеров. Зеленский вообще не отстреливает происходящего, выходит с обращением, говорит о том, что Минобороны должно расширить применение дипстрайков, усилить защиту... Да, дикпиков, да. Усилить защиту украинского неба. Перед зимой мы в Украине должны быть уверены и будем уверены в нашей обороне и в наших позициях. Короче, надо бежать. Не будем же мы поддерживать позицию НАБУ. Вот. Не будем же мы говорить Зеленскому «беги». Вот такое обращение. Вопросы, друзья. Начнем с клуба зрителей, и потом перейдем к сообществу, и потом к онлайн-чат. Поехали. Виталий задает вопрос. Идея для украинцев. Зерно, которое сейчас не вывести, перемолоть в муку, выпечь хлеб и насушить сухари на зиму. А фермер, который выбросил помидоры, мог бы и сам наделать томатной пасты и зимой продавать, когда логистику ритейлеров уничтожат. Как вам идея, Константин Петрович? Пора украинцев применять смекалку. Вы знаете, специфика капитализма как раз состоит в том, что иногда производители зерна проще это зерно выбросить в море, в реку или еще куда-то, чем действительно пустить его на благие дела. Вот. В этом как раз специфика капитализма. Я очень хорошо помню начало 80-х годов, когда в программе «Время» возмущались как так, что вот перепроизводство зерна на Западе и, соответственно, западные производители зерна уничтожают зерно, которое некуда сбывать. Вот. И тогда многие как раз говорили, а почему они не отдадут в Африку, где голод, где голодные люди, почему они его там не отдадут за бесценок просто? Да нет, в том-то и дело, что специфика как раз именно в том, что его легче как раз именно уничтожить, чем напечь хлеба и, соответственно, заготовить сухари. Василина, здравствуйте, Константин Петрович. Вы говорили, что защитили кандидатскую по теме ОУН и одного из руководителей Мельника. Да. Пожалуйста, скажите кратко основную суть. Как у вас в работе были сформулированы цели и задачи во введении и выводы в заключении? И в довесок к вопросу. Вы согласны с решением Московского суда о признании ОУН и руководителей пособниками нацистов в преступлениях против человечности с 1991 года? Кем-нибудь в Украине предпринимались ли подобные попытки хотя бы? Нет, подобные попытки не принимались. Моя диссертация абсолютно доступна, так что я могу, кстати, ее еще раз актуализировать, возможно, просто-напросто вывесить просто для всеобщего обозрения. В марте 1997 года я ее защищал. Это была первая фактически диссертация в Украине по организации украинских националистов. И скажу только одно, что на защиту моей диссертации пришло более 120 человек. Вот, привели Юрия Шухевича, сына Романа Шухевича, он был тогда слепой уже. Вот, его туда привели, пришли со знаменами, пришли, значит, для того, чтобы сорвать мою диссертацию. Защиту, да.
Защиту, да, защиту диссертации, сам процесс, который длился более 4 часов, который еле там не превратился в побоище. Там, ну, это еще Львов, стоит тоже специфику принимать. И в результате я все-таки защитился. Но зато, когда увидели протокол защиты, все вот эти вот выступления, когда увидели в киевском ВАКе, Высшей аттестационной комиссии, где сидели старые там, отставные генералы КГБ и так далее, они сказали, так, никаких вопросов, конечно, да, поддерживаем защиту. Многие боялись ВАКа, что там могут не пропустить, а у меня как раз было наоборот. Да, конечно, смешно. А что касается, кстати, решения, знаете, очень странное решение, вот, потому что люди, которые попали вот в этот перечень, там, которые подлежали осуждению как коллаборационист или же там нацистские пособники, вот, там попали туда некоторые люди, такое впечатление, что просто-напросто брали, кто кого знает, условно, кто какую фамилию знает. Вот целый ряд лиц просто не оказалось в этом перечне, но зато оказался там такой человек, как Мирон Матвиейко, который, кстати, был в свое время начальником личной охраны Степана Бандеры, перебежал на сторону советской власти, был полностью реабилитирован советской властью. В 1984 году умер, абсолютно не имели к нему никаких претензий советские органы. Умер в селе Павловка в Львовской области, доживал свой век Мирон Матвиейко. И по некоторым данным он даже готовил Богдана Сташинского к покушению на Бандеру, к убийству Бандеры. Вот. Но его тоже сейчас за компанию туда, в эту же бригаду. Так, значит, это только один из случаев. Сообщество YouTube, сюда переносимся. Толя спрашивает. Константин Петрович, вы неоднократно говорили об ошибках президента России в Украине, при этом не конкретизируя. Назовите 3 или 5 ошибок, по вашему мнению, спасибо. Рано сейчас говорить. Я обязательно назову эти ошибки. Вот. Ну, понимаете, дело в том, что сами проследите деятельность президента Российской Федерации после 2012 года. Вот. И задайтесь вопросом не то, почему он напал на Украину в 2022 году, вот, а почему именно в 2022 году. Угу. И многие другие моменты, которые связаны были с Майданом, с отношением России к Майдану и так далее, к ситуации в 2014 году, к другим ситуациям, ситуации в 2019 году, в 2018-2019 годах. То есть я не имею в виду, что ошибки были допущены конкретно только в феврале 2022 года. Февраль 2022 года – это уже следствие тех ошибок, которые были допущены ранее. Добрый вечер. Ким пишет. В том числе кадровые и прочее. Александр Константин Петрович, вопрос гостю. Нам, россиянам, с 2014 года говорили украинцы, что у них демократия, что Майдан свергнул диктатуру, а сейчас этот же народ не может встать против ТЦК. Это страх войны или страх перед властью? Заранее спасибо. Это особенности диктатуры. Особенности диктатуры, которая сегодня установлена в Украине. Вот. И эта особенность диктатуры, она характеризуется тем, что нет единой точки сборки, нет лидеров, нет единой организующей силы, нет оппозиции как таковой. Оппозиция уничтожена. Вот. А различные люди, там, скажем так, отдельные люди, вот, они не могут самоорганизоваться, потому что нужна точка сборки, которая Служба безопасности Украины и другие структуры, они не допускают организации вот именно этих вот точек сборки. Константин Петрович, Лубенец неровно дышит Клантратовой? Петр интересуется. Я не знаю, знакомы ли они. Скорее всего, да. Вот. Ну, Клантратова красивая женщина, симпатичная. Да, ну, я думаю, что почему нет? Нет, сегодня просто очень миленько он ей улыбался, за ручку держался, на русский язык перешел, все как положено. Ну, русский язык родной для Лубенца, в принципе, поэтому ничего удивительного нет.
Вот. Нет, я имею в виду, что, конечно, по службе они, конечно же, знакомы. Ну, вот, я имею в виду, что в жизни, вне службы знакомы ли они. Вот. Лантратова, да, это, ну, понятное дело, что вот он, наверное, растаял. Увидел красивую женщину. Сергей, может, вы знаете, планируется ли перезахоронение реформатора Украины Эрика Коха? Я не знаю вообще, он умер в польской тюрьме в 86-м, если я не ошибаюсь, году. Он пожизненное заключение там отбывал. Я не знаю, сохранилась ли его могила. Вот. Ну, он очень любил город Ровно, он даже там столицу рейскомиссариата Украины строил в Ровно. Вот. Кто знает, кто знает. Надо с Польшей говорить. Здравствуйте. Подписывать заморозку будет глава Верховной Рады или новоизбранный президент, интересуется пользователь. А это уже вопрос, я еще раз повторюсь, на заморозку не согласится Россия, а подписывать мирный договор – это уже вопрос протокола, техники и Конституции. Вот, потому что вполне возможно, что будет поставлен вопрос, что подписывать мирный договор должен государственный деятель, представитель Украины с определенной степенью легитимности. Таких может быть два: президент, либо спикер Верховной Рады. Константин Петрович, почему армия не развернет свои пики против зеленого концлагеря? Там же много неглупых генералов, они же все видят, понимают. Может быть, они боятся, что в таком случае, пока они съездят со своими войсками в Киев, русские одержат победу и перестанут быть генералами и ненавидеть им больше ништяков не видеть им больше ништяков генеральских по жизни? Или у них тоже деньги, дети, жены в Британии, поэтому они британские генералы, а не украинские? Или у них все руки по горло в крови, за которые их после войны спросят? Те генералы, которых я знаю, в принципе, я не знаю, у кого из них, ну, я не так много знаю, сразу же скажу, не так много знаю генералов, я не знаю, у кого из них дети, жены в Европе или же там в Британии. Вот, не знаю. Большинство из них в Украине. Это я могу точно ручаться. Из тех, я опять же скажу, что я не так много знаю лично генералов. Что касается их позиции, большинство генералов не являются политиками по своей сути. Это вояки, вот, которые считают, что они давали приказ, что над ними есть начальство, и они тоже выполняют приказ. Так что если в Украине и произойдут какие-то экстраординарные события, то армия вряд ли будет в них вовлечена. Могут быть вовлечены службы безопасности, может быть вовлечена Национальная гвардия, может быть вовлечено Министерство внутренних дел, какие-либо там парадные или там президентские там полки охраны. То есть это может быть государственный переворот, но не бунт, не армейский бунт. Угу. Так, Александр, Константин Петрович, что бы сделал Коновалец, если бы воскрес и увидел, какую роль в жизни страны играют Миндичи, Цукерманы, Штиллерманы? Знаете, в свое время Коновалец писал очень, очень известное и часто цитируемое письмо идеологу украинского национализма Николаю Сциборскому. Это был, кажется, 1934 или 1935 год. Вот, он писал ему письмо такое гневное, в котором ругал его за то, что тот женился на еврейке. Говорил, ну, мы же должны давать пример, мы же должны быть примером, если мы исповедуем там определенные принципы, значит, мы их должны демонстрировать в жизни, говорил Коновалец, ругая своего соратника за то, что тот женился на еврейке. Ну, а если бы воскрес, ну, я не знаю, вот, наверное, бы он попытался бы уехать из Украины и приехать обратно в Роттердам, на бульвар Келсингель, сел бы там вот именно там, в этом ресторанчике и сидел бы, дожидался бы судоплаты вот, с болью и горечью. Но его бы не выпустили из Украины. Он погиб в 47 лет, то есть призывной возраст. Угу. Алина Востроилова, вопрос. Война для Европы – это надежда на возвращение субъектности Европе или это уже маловероятно для нее?
Нет, ни о какой субъектности Европы речь не идет, тем более, что Европа на сегодняшний день является той зоной, которая находится под влиянием транснациональных корпораций, которая является полностью под влиянием, которая находится полностью под влиянием глобалистов, и субъектность Европы на сегодняшний день потеряна. Вот. И даже приход к власти, возможный приход к власти правых вряд ли исправит ситуацию. Вот. Поэтому Европа сегодня – это инструмент в руках. Это не субъектный организм определенный, это инструмент в руках транснациональных корпораций, которые при помощи Европы пытаются прибрать к рукам, ослабить и прибрать к рукам Россию и все пространство постсоветского Союза. Евгений, вы полагаете, что России нужна какая-то Украина, или она заинтересована в ее уменьшении, нивелировании и разделе? Я никогда не говорил о том, что Россия заинтересована в том, чтобы присоединить Украину, создать на ее территории там дополнительные 25 субъектов федерации или же там один федеральный округ некий. То есть я всегда говорил о том, что Украина является именно той территорией, на которой Россия практически ведет столкновение с Западом. Вот происходит столкновение между Россией и Западом на территории Украины. И для России Украина в данной ситуации является именно ареной борьбы, а для Запада Украина является инструментом борьбы. Так, добрый вечер, Александр. Константин Петрович, Катерина пишет нам: спасибо вам за ответы, вопросы про запреты на новых территориях. Мне в комментарии под видео много напихали, написав, что это все неправда, я из украинского ЦЕПСО. Недавно я посмотрела мини-сериал «Огнем и мечом» польского режиссера Ежи Гофмана. Я вспомнила раздел школьной истории, где рассказывается про русско-польскую войну. Применим ли сценарий русско-польской войны и ее итоги к российско-украинской войне? Русско-польская война длилась ровно 13 лет, закончилась Андрусовским перемирием, по которому русскому царству отошел левый берег, по-моему, еще Полтава. Киев передан в аренду на 2 года, и совместное управление Сечью. Спустя примерно 20 был заключен Вечный мир, а спустя 80 первый раздел Речи Посполитой. Если считать, как многие делают, с апреля 14-го с даты АТО, как раз в апреле 27-го года будет ровно 13 лет. Спасибо заранее за ответ. Фильм Ежи Гофмана «Огнем и мечем» – это не совсем про русско-польскую войну, это про восстание Богдана Хмельницкого, которое было прологом фактически к русско-польской войне. Что касается параллелей, знаете, любые исторические параллели, они условны. И понятное дело, что 13-летняя война между Речью Посполитой и Московским государством, точно нельзя переносить ее как кальку на нынешние события. Потому что историки очень любят, например, проводить параллели, например, не только с этой войной, не столько с войной между Речью Посполитой и Московским царством, но и с Ливонской войной. Ливонская война времен Ивана Грозного тоже параллели там сами по себе напрашиваются. Да и другие. Было очень много других событий, которые можно использовать именно как образец. Но любое событие в истории, оно является только примером того, кейсом, как в той или иной ситуации действовали те или иные политики. Но обычно были абсолютно иные условия, абсолютно иные рамки, абсолютно иная специфика, методы, инструменты и все прочее, причины, следствия, все было разным. А только можно определенные выводы или определенные схемы выстраивать, как это происходило в 17 веке и как это может происходить в 21. Здравствуйте, Александр, Кость Петрович. У меня такой вопрос. За время войны уже неоднократно происходили случаи, когда в дома зажиточных бизнесменов, фермеров прилетали российские дроны и ракеты. Начиная от погибшего главы Небулона Вататурского с его женой, то недавно в Киевской области сразу 6 российских беспилотников целенаправленно атаковали частный дом семьи директора лицея. А днями в Сумской области 3 дрона тоже целенаправленно прилетели в дом одного фермера. Погибли внук и невестка. Как вы думаете, такая случайность в кавычках или для кого-то российские дроны стали способом расправы над конкурентами и неугодными людьми? Большое спасибо, мира вам и благополучия. Подобного рода версии существуют в любой войне, в
когда говорят, ну, в принципе, эти версии неоднократно мне приходилось слышать, что, возможно, кто-то для того, чтобы свести счеты со своими конкурентами, там, сливали координаты, точные координаты там, местонахождения там, дома или офиса того или иного человека с тем, чтобы именно туда был прилет, чтобы именно туда прилетели ракеты. Технически это возможно. Технически. Но с юридической точки зрения у меня нет доказательств того, чтобы говорить, утверждать, что это имеет место. Так, тут к нам обращается Николай, скидывает текст петиции, которая продолжается на сайте Кабмина, значит, о том, что с Божьей помощью, в общем, вашей заботой о каждом простом униженном украинце призываем подписчиков, слушателей, счастью. Короче, петиция о чем? Чтобы снизить возраст мобилизации до 55 лет. Пишет, что это самая несчастная категория людей. Если не вы, то все вместе, грош цена украинцам. К большому сожалению, петиции о мире нет, но хоть так. Поддержали бы такую петицию? Нет, я поддерживаю саму идею снижения возраста до 55, возможно, даже до 50 лет, потому что на самом деле, знаете, есть определенные физиологические показания, которые говорят о том, что человек после 50 лет происходят определенные изменения в организме. Вот. Не случайно во время, например, Второй мировой войны призывной возраст практически у большинства государств был до 45 лет. До 45 лет. Гитлер в октябре 1941 года повысил до 55 лет, и его поднимали там насмех во многих средствах массовой информации, как в Британии, в Соединенных Штатах, в Советском Союзе, поднимали насмех, что вот кого он там, стариков, глубоких стариков призывает в 55 лет. В Украине призывают до 60 лет. Нет, мне 57, я не чувствую себя стариком, конечно. Вот. Из Украины я уехал не потому, что боюсь мобилизации, а, в принципе, из-за понятных причин политического характера, которые у меня возникли. Но что касается своих ровесников и прочих, я понимаю, что на самом деле есть определенные моменты, которые говорят о том, что выдерживать определенные нагрузки, которые связаны с боевыми действиями в возрасте после 50, достаточно сложно. Угу. Вояки из 50 плюс так себе. Это да. Так, вот такой вопрос. Сегодня Матвей Гонопольский, Алексей пишет. На голубом глазу заявил, что Зеленский грандиозный президент, сумевший на внешнем поле объединить Европу против России. Для украинцев это, конечно, звучит цинично, но на самом деле ведь он прав. Или старушка Европа уже была объединена, а насчет грандиозности можно поспорить. Как думаете? Матвей Гонопольский, конечно же, там польстил Зеленскому. Европа и так была объединена. А Зеленский должен был стать тем человеком, фактически, тем мальчиком, которому дали там какую-то острый там какой-то шип там, или еще что-то, там палку просто острую. И сказали, вот медведь, давай иди буди этого медведя. Вот он спит, давай коли его этой вот палкой. Он колол год, колол в 2 года, колол в 3 года и так далее. И, соответственно, потом медведь проснулся, набросился на Зеленского, вот, а Европа объединилась в негодовании. Ну, это я, конечно же, утрирую, но Европа была объединена еще раньше. И начиная приблизительно с 2012 года, даже с 2011. Так, значит, вот такой вопрос. Так, Кость Петрович, вы прекрасно перечислили 15 видов фашизма. Итальянский, латиноамериканский, немецкий, португальский, испанский. А вот про сионистский зась. Раскройте этот вопрос, пожалуйста. В Палестине ведь тоже люди живут, или это другое? А у евреев тоже были свои течения, которые некоторые исследователи считают, что они тоже были, скажем, подпадают под определение фашистского. Вот. И, соответственно, вот очень хорошо помню публикацию в польской прессе о еврейском фашизме, и там приводился пример движения Бетар.
вот, и так далее. Но вот, в свое время почему-то решили, что обязательная черта фашизма – это антисемитизм или расизм. Нет, это черта нацизма. Итальянский фашизм не был российским или антисемитским до 1938 года, практически, пока Муссолини не растворился в Гитлере. Вот. До 1938 года там вообще не было какой-то предвзятости к евреям. Испанский фашизм, ну, знаете, Гитлер считал генералиссимуса Франко евреем. Он говорит, это же еврей, говорил он про Франко. Ну, у него действительно были сефардские корни. Вот, но он говорит, вы посмотрите хотя бы на его нос, говорил Гитлер, который недолюбливал фашистского диктатора Испании, генералиссимуса Франко. Фашисты, на самом деле, они изначально не исповедовали какие-то арийские, российские и прочие принципы. Это определенная черта нацизма как такового. И поэтому говорить о том, что фашизм обязательно антисемитский по своей сути, это абсолютно не научно. Вот. Ни одно научное определение не дает именно антисемитизм как основу именно фашистской идеологии. Более того, фашизма очень много. Фашизма очень много, действительно, и они отличаются очень часто. Но их объединяет одно. Национализм как основа, их объединяет корпоративизм как форма существования государства, их объединяет глорификация государства и универсализация, интегрализация государства, и их объединяет тоталитаризм как основа управленческой модели. Вот. Все остальное это, такие. Вот. И, соответственно, сведение фашизма только к антисемитизму, оно сыграло злую шутку против того фашизма, который сегодня возрождается в мире. Так, давайте еще один вопрос из сообщества. Немножко заглянем в чат, совсем чуть-чуть, потому что там люди тоже пишут. Да. Как скоро парламент Украины протянет законопроект об обрезании украинского языка? Ну, сами посудите. После захвата религиозной власти, Владимир пишет, буквица была обрезана до церковного языка. После захвата власти в 2017 году еще одну букву обрезали из алфавита. Вот теперь ждем, какую букву украинского алфавита уберут, по вашему мнению. Ну, видите ли, с обретением независимости украинский алфавит увеличился на одну букву. Вот. Когда я учился в школе, украинский алфавит состоял из 32 букв. Сейчас он состоит из 33 букв из-за реабилитации буквы «Г». Вот. Раньше была «Г», ну, теперь в украинском языке есть «Г» фрикативная и «Г» прерывная. Ну, пока, видите, только в плюс идет. Так, друзья, заглянем в чатик, что здесь у нас. Так, вы сказали, что Россия только начинает воевать по-настоящему, а что это означает, и кто в России должен ответить за 4 года войны не по-настоящему и потери? Это я сказал, что Россия собирается воевать по-настоящему? Нет, на самом деле это Путин говорил о том, что мы даже не начинали. Вот, так что в данной ситуации это его слова. Вопрос к Бондаренко, как к писателю-историку. Насколько снуф Пелевина адекватно описывает ситуацию, происходящую в мире? Спрашиваю, потому что в эфире уже упомянули этого писателя ранее. Да, я Пелевина очень люблю. У меня практически все книги Пелевина стоят вот на полке. Там, вот, и, соответственно, ну, что я могу сказать? Очень интересное чтиво, и потом, когда уже через пару лет после выхода книги там некоторые его пророчества сбываются, вот, задаемся вопросом, то ли это гений автора, то ли на него работают очень хорошие аналитические службы, которые дают ему сухой материал, который он облекает потом в литературную форму. Вот интересно, почему братской Польши украинцев постоянно избивают братья-поляки, а в проклятом вражеском Мордоре никто украинцев не трогает на 5-й год кровопролитной войны? Сложный вопрос. Но дело в том, что в Польше действительно очень серьезно сейчас поднимается украинский вопрос. И на правом фланге особенно, и не только из-за экономических обстоятельств. Польша жила как моноэтническое государство, государство, в котором более 90% населения были поляками, в котором практически не было существенных национальных меньшинств. Вот теперь появилось в Польше национальное меньшинство – украинцы. Вот, это первый момент. Соответственно, происходит определенное столкновение двух культур, языков и так далее. Далее, существует социально-экономический момент.
когда поляки считают, что украинцы приезжают, забирают их работу, отнимают их рабочие места и прочее. Третий момент – это политический, когда партии правого фланга, такие как Конфедерация, вот, начинают забирать голоса партии ПиС, правящей партии президента Навроцкого, партии, поддерживающей президента Навроцкого, так будет более правильно. И, соответственно, эта конфедерация как раз использует антиукраинскую риторику в своих, для роста своей аудитории, для роста своего электората. И ПиС тоже вынужден включаться в борьбу для того, чтобы не отдать свои электоральные позиции своим соперникам. Поэтому правый фланг Польши нацелен на антиукраинскую риторику. Украинская тема стала вопросом повестки дня, политической повестки дня, и на нее не могут не реагировать. Тем более, когда социология показывает, что 43% поляков в той или иной степени негативно относятся к украинцам. Так что все это происходит как комплексная проблема, комплексный вопрос. Есть слух, что порты Украины будут разблокированы, поскольку целая кавалькада судов под китайскими флагами мчатся. Что вы думаете по этому поводу? Я не знаю о кавалькаде судов под китайскими флагами. Пока что больше всех выступают за то, чтобы разблокировать ситуацию в Черном море турки. Они страдают больше всего, поскольку турки являются главными покупателями украинского и российского зерна, после чего это зерно в Черном море, там, значит, с черноморских портов, с черноморских перевалок турецких идет в азиатские и некоторые африканские страны. Вопрос. Возможно ли, что многие эксперты говорят о выборах по закону с временем подготовки 4-6 месяцев, просто заработать политические очки или просто денег заработать хотят, поэтому и говорят, спрашивает Александр. Нет, просто все стараются быть на низком старте, потому что существует определенный миф, что Зеленский может объявить выборы внезапно, что внезапность выборов может сыграть на руку самому Зеленскому, что остальные будут просто не готовы, и они могут пройти по сокращенной формуле. И поэтому многие стараются как бы держать порох сухим. Как известно, нет ничего постоянного, чем временное. Как вы считаете, перенесут ли Раду и прочие администрации на Запад? Можно ли это будет считать шагом или какой-то новой вехой в истории страны? Как временное явление вполне возможно, но что касается практичности этого шага, я не вижу целесообразности пока что. Что будет, когда в Европе придут правые силы, как в Германии, АДГ? Поддержка Украины прекратится или, наоборот, усилится? Как это повлияет на отношения России и Европы в целом? Очень по-разному, потому что в некоторых странах правые, на которых многие сейчас, особенно в России, на правых многих пытаются надеяться, что вот с надеждой, что вот придут и изменят ситуацию, они станут такими же марионетками глобалистов, как и нынешние Макроны, Мерцы и прочие. Поэтому ничего не поменяется по большому счету. Просто появятся снова возмутители спокойствия в некоторых странах. Вот как был Орбан, Фицо, например. Вот, они там время от времени занимали особую позицию, но не делали погоды в целом Европе. Вот приблизительно та же ситуация будет и с европейцами, с правыми, которые придут к власти, которые сразу же кинутся скупать на корню разного рода транснациональные корпорации, которые я постоянно вспоминаю. Добрый вечер. 2 вопроса. Окружение Зеленского Ирина задает, ставит на него, как вы говорите. А почему? А что он в них глазах сильный лидер? Он что, в их глазах сильный лидер? Человек? Вот такой вопрос. И второй, отвлеченный, очень люблю лекции Млечина. Вы знакомы с ним или нет? Лично не знаком, очень уважаю его как историка, постоянно читаю его книги, причем с 90-х годов еще. Вот, когда мне попались на глаза его, я купил его книги о председателях КГБ СССР и о министрах иностранных дел СССР. Вот, я был просто поражен этими книгами. Вот, и дальше стараюсь фактически не пропускать того, что пишет Млечин. У нас есть общие знакомые. Вот, мы как бы так передавали друг другу приветы, но лично так и не познакомились. Что касается как раз этого автора, я
практически рекомендую. Один из лучших популяризаторов истории, особенно истории 20 века. Угу. Так, а на Зеленского ставят почему? Что касается Зеленского, да, что касается Зеленского, дело в том, что его окружение, они никто без Зеленского. Зеленский сформировал структуры власти, вот фактически вертикаль власти. Заберите Зеленского, завтра эта вертикаль рассыпется. И, соответственно, кто из окружения Зеленского может стать самодостаточной фигурой, способной сформировать новую вертикаль? Поэтому они чудесно понимают, что есть Зеленский, и они работают в его команде. Да, они понимают, что он слаб, что у него есть большое количество недостатков, что у него есть много моментов, из-за которых они его даже презирают, глубоко презирают. Но при этом они понимают, что без него они никто. И дело не в самом Зеленском, а дело в кресле, в котором он сидит. Наташа вопрос задает. Какой народности жили люди до 1939 года, 1900, на территориях, присоединенной Сталиным к Советской Украинской Республике? Там же украинцев же не существовало. Значит, западенцы, ряженые украинцы? Нет, существовали украинцы. Более того, если посмотреть на перепись населения 30-х годов, там очень сложная была структура населения. Большая часть населения это были поляки, особенно в городах. Особенно в городах это большая часть, это были поляки, на втором месте евреи, дальше были украинцы, которых поляки называли русинами. Сами украинцы себя украинцами начали называть, русины начали называть украинцами только во время Первой мировой войны и в последующие годы. Что касается некоторых территорий, там просто не было какой-то определенности самоназвания. На Волыни, например, было, я не помню сколько, около 10, кажется, тысяч человек во время переписи населения назвали себя тутейши. Просто когда их спрашивали, кто вы, они говорили тутейши, то есть местные. И потом я очень хорошо помню, как в 1995 году в Варшаве во время одной из конференций научных один из известных польских ученых выступал и говорил, за годы советской власти было уничтожено, подвергнуто фактически геноциду, был подвергнут геноциду целый народ. Тутейши, потому что тогда в 30-е годы были тутейши, а сейчас их нет. Так что это было встречено смехом, конечно же. Но да, была такая самоидентификация украинцев. Более того, если бы не было этой самоидентификации, то Сталин бы в 1939 году не присоединял бы эту территорию к Украинской Советской Социалистической Республике. Так, друзья, мы уже 100 минут в эфире. Всем большое спасибо, что написали. Мы знаете, такой у меня крамола, Константин Петрович. Мы всю дорогу с вами проговорили уже сколько, а Трампа и не вспомнили. Спасибо зрителям, хоть вопрос зададут. Давайте на финалочку. Трамп заявил, что с Ким Чен Ыном все будет хорошо, пока умный президент у власти в США. Он осознает, что это не Иран, и там не будет просто пощечина? Там не будет ничего фактически. Я думаю, что Трамп хочет действительно встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года, но вряд ли эта встреча принесет нечто большее, чем то, что уже было получено, если не ошибаюсь, в 17 или 18 году, когда... в 18 или 19 году. Не, подождите. Там же замаячил вообще мирный договор между двумя Кореями. Я понимаю. Но вряд ли, еще раз повторюсь, вряд ли принесет эта встреча большее, чем она принесла тогда. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо и вам. До новых встреч. Друзья, берегите себя. Спасибо большое, что посмотрели этот эфир. Не забудьте лайк поставить, это важно. Ну и самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. До скорого.